如今连火灵族那位天至尊敬的老祖都嫉妒不散。更是响彻了大千世界。Достигнув уровня святого, следующей великой целью Сяо Яня был лотос пламени очищения. Именно благодаря этому небесному пламени его культивация снова взлетит до небес. У Сяо Яня уже есть карта, а также отпечаток святого очищающего лотоса. Там он встретит своего родственника, помните, видео про младшего брата Сяо Сюаня? Так вот, именно в плену этого небесного пламени находится Сяо Чэнь, двоюродный брат легендарного Сяо Сюаня. Но где же находится само пламя? После событий на острове драконов и битвы с 3 королями драконов Сяо Янь с помощью духовного блуждания или духовного путешествия раскрыл местоположение, где именно появится очищающее пламя. В том искаженном пространстве, что он увидел, наверняка запечатано очищающее пламя лотоса. Однако высшие эксперты тоже его обнаружили. Исходя из повреждений пространства, очищающее пламя лотоса хочет вырваться на свободу, и оно уже было готово проявить себя в течение следующих дней. Лишь недавно Сяо Янь столкнулся с душой главы зала душ, что позволило ему понять свою силу. Сейчас у него ни единого шанса на победу в случае их реальной встречи, поэтому он просто обязан любой ценой подчинить себе очищающее пламя лотоса. К слову, в этот момент Сяо Янь находился на 2-й звезде святого. При текущих его способностях он сможет быстро увеличить свою силу только после поглощения этого небесного пламени, а тогда ему не придется даже бояться главы зала душ. Святой очищающего лотоса отреагировал на пламя, которое вот-вот должно было явиться. Зал душ также нацелился на очищающее пламя лотоса. Да и в целом, появление такого пламени, 3-го в рейтинге, пробудило множество тайных организаций, способностей которых хватало для его заполучения. И вот когда пришло время явиться пламени, Сяо Янь посмотрел вдаль. 2 луны. Одна над другой появились в небосводе. В то же время 9 ярких звезд показались в небе, находясь под вниманием множества экспертов. Они образовали особое созвездие. Появление 2 лун, сверкание 9 звезд, возникновение волны мирового происхождения, нисхождение демонического пламени. 2 луны воспарят, 9 звезд сойдутся, пред явлением огня небо и земля зальются. Очищающее пламя лотоса наконец-то явило себя миру. Весь мир подпрыгнул от могучей энергетической пульсации. Это была мировая волна. Сяо Янь отправился туда не один. С ним был Яо Лао, Цзи Янь, первый старейшина башни эликсиров, основатель Хо Юнь и другие. Яо Лао глубоко вдохнул, так как не ожидал, что небесное пламя так скоро сумеет вырваться. Перед его жаром даже эксперт уровня почтенного воина 6 звезд не сможет устоять. Ужасающий жар излучался от земли, вызывая искажения в воздухе на расстоянии 500 километров. При первом же появлении оно превратило целый горный хребет в пустыню. Пространство печати пламени очищения уже разрушено, однако само пламя находится внутри пространства. Сяо Янь и все остальные собирались войти туда. Лично пришел даже сам глава зала душ Хунь Мишень. Но он не стал нападать из-за Цзи Янь, святой 4 звезд и других союзников Сяо Яня. Также прибыли клан Гу, Яо, Лэй и другие. А Сяо Янь снова встретился с Гу Сюнер. Она достигла уровня святого, поэтому могла свободно покинуть царство Гу. Среди всех присутствующих сильнейшим был святой 4 звезд. Древние кланы заключили между собой соглашение. Высшие эксперты, сила которых пересекала черту святого 5 звезд, не имели права вмешиваться. Поэтому ни один клан не послал чрезмерно сильного эксперта. Истинной же причиной было то, что если они не смогут заполучить его, то не позволят того же сделать остальным. Гу Сюнер предложила, что эксперты слабее уровня мнимого святого должны уйти, и рассказала Сяо Яню, что очищающее пламя пользуется эмоциями людей в качестве источника жизни для демонического пламени в их телах. Стоит ему появиться, когда же душа будет испепелена. Сяо Янь кивнул. Итак, все люди вошли разом. Группа Сяо Яня тоже ворвалась в сферу света, но, войдя через проход, Сяо Янь таинственным образом оказался один. Он тут же почувствовал, как кожа на лице высохла. Какая страшная температура! Первое впечатление об измененном пространстве. Сяо Янь подумал, что попал в печку.
Даже ему пришлось жарко, хотя он и поглотил целых 5 видов небесного пламени. По велению мысли его окутал слой коричневато-фиолетового пламени. Он вошел сюда вместе с Сюнер и остальными, но тогда почему он вдруг оказался один? В следующий миг он начал опускаться ниже. За спокойствием здесь скрывалась жажда убийства, поэтому всегда стоит вести себя осторожно. Сперва он хотел найти своих товарищей. Он стремительно направился вглубь, сквозь море пламени. Окружающая высокая температура причиняла его коже легкую жгучую боль, несмотря на защиту небесного пламени. Пока он летел, то услышал голос. Это был глава Золодуш с его приспешниками. Удивительно, но он показал Сяо Яню его отца, Сяо Джаня, в форме духовного тела. Глава Золодуш поместил руку на голову Сяо Джаня и произнес: «Мы практически поймали тебя, поэтому больше нет смысла сохранять его жизнь». Глаза Сяо Яня тут же налились кровью. Глава Золодуш сжал ладонь и просто развеял душу Сяо Джаня. Та обратилась бликами света и исчезла из этого мира. Но что это было? Мы помним слова Гусюнер, что это пламя очищающего лотоса питается эмоциями людей. Сяо Янь дрожал, увидев смерть отца. Ужасная жажда убийства неистово хлынула в его сердце. Он сделал шаг вперед, однако тут же застыл. Собственное пламя вырвалось из его сердца, прогоняя очищающее. Внезапная сильная боль вернула ему часть рассудка. Он понял, что глава Золодуш уже испарился. Это была лишь иллюзия, чтобы подстегнуть эмоциональный всплеск. Данная сцена изумила его полностью. Сяо Янь сжал зубы и начал циркулировать Доу Ци. Чужое пламя выдержало лишь мгновение, пока не начало отступать. В итоге это пламя оказалось полностью вытеснено из тела Сяо Яня. Он вздохнул с облегчением, когда выгнал демоническое пламя. Ему повезло, что его сопротивление огню очень высоко, а физическое тело сильное. И вправду мощное пламя. Иллюзия нисколько не уступает той, которую создавало древнее дерево Бодхисаттвы. Небесное пламя окутало его глаза. Сяо Янь увидел туман, внутри него летало несколько десятков человек. Тела некоторых из них уже были покрыты пламенем, поэтому очень скоро они станут пеплом. Пока он осматривался, то заметил Яо Лао. Но сейчас его лицо выражало страдание от боли. Смутное семя светло-кремового цвета уже проросло в его теле, а значит, превращение в пепел – вопрос времени. Сяо Янь, как вспышка, возник прямо возле Яо Лао. Он резко надавил ладонью тому на спину и что-то прокричал. Крик парня был смешан с колебаниями духовной энергии. Данный крик проник в уши Яо Лао и яростно ударил того в самую душу, из-за чего лицо учителя побледнело. Его плотно закрытые глаза в этот миг открылись. Яо Лао тяжело дышал, но вскоре он вытер холодный пот со лба и произнес: «Очищающее пламя демонического лотоса очень страшное. Оно незаметно создает иллюзии для появления эмоций. Если бы ты не предупредил меня, боюсь, меня ждала бы печальная судьба». Сяо Янь и Яо Лао покинули иллюзию, вырвавшись из туманной области. Что касается Гусюнер и остальных, их здесь не было. С их силой им тоже удалось покинуть туман иллюзий. И снаружи тумана Сяо Янь встретил их. Это называется небесный туман кошмаров. Данный навык был уникальным для святого очищающего лотоса. Слухи говорят, что он мог этим туманом окутать целый город, а люди могли прожить в нем несколько сотен лет. Только выйдя из него, они осознавали, что прошло столько времени во сне. Сяо Янь понял, они в мире очищающего пламени попали в его лапы тут же, как только проникли через разлом. Они на его территории, поэтому должны следовать его приказам, прежде чем им удастся найти настоящее тело пламени. Далее возникли черные пространственные трещины, с которых вышли рабы пламени. Эксперты, попавшие в подчинение очищающего пламени демонического лотоса. Они не лучше обычной марионетки. Десятки тысяч пламенных рабов. Сяо Янь высвободил мощную силу. Гусюнер и остальные эксперты поступили так же, но чтобы сбежать от них, всем пришлось войти в белые врата.
Внутри обширного зала они увидели странную формацию, множество экспертов стояло посередине, а их ауры сливались. От самих людей исходила жажда убийства. Проходя через множество таких залов, Сяо Янь ощутил, что сила рабов пламени увеличивается. Пламя все порабощало тысячи лет, вот откуда тысячи рабов пламени. По мнению Сяо Яня, это пламя играется с ними, как с куклами. Но далее Сяо Янь увидел кого-то необычного. Его зовут Сяо Чэнь, по прозвищу «Кровавый топор Сяо Чэнь». Он обладал поразительным талантом. Сяо Чэнь был младшим двоюродным братом Сяо Сюаня и одним из самых грозных членов древнего клана Сяо. Однако он не любил, чтобы его что-либо сдерживало, и был довольно вспыльчивым человеком. Неизвестное количество мастеров погибло от его топора, прежде чем он прославился. В конце концов, он исчез без всякой причины. Клан Сяо не смог ничего о нем найти, как бы ни искал. Сяо Сюань, конечно же, ничего не рассказал Сяо Яню о своем брате, поскольку, вероятно, сам не был в курсе, что тот жив. Верно. Сяо Чэнь, в отличие от Сяо Сюаня, до сих пор жив. Только представьте, один из величайших древних предков клана Сяо все еще живой. Его возраст многие тысячи лет, чуть меньше, чем у Сяо Сюаня, но тем не менее тоже впечатляет. Как же обрадуется Сяо Янь, узнав о том, что один из его предков все еще жив. Но где он пропадал, что его даже не нашел клан Сяо в прошлом? Как мы уже упомянули в начале, это связано с пламенем лотоса очищения. Оно действительно достойно 3-го места в рейтинге небесного пламени. Лотос очищения намеренно позволил себя запечатать, чтобы увидеть, как другие сражаются друг с другом. Все, что ему нужно было сделать, это извлечь выгоду из их сражений. Очищающее пламя лотоса пользуется эмоциями людей в качестве источника жизни для пламени в их телах. Оно в своем пространстве создало иллюзию, в которой человек может оставаться навсегда. В итоге пламя создало мощную иллюзию, заполучив армию рабов пламени. Это эксперты, что были подконтрольны ему. Среди них множество почтенных воинов и не только. К сожалению, когда клан Сяо покинул центральные равнины, Сяо Чэнь попал в ловушку иллюзии очищающего пламени лотоса, но это не помешало ему дожить до времен Сяо Яня. Большая часть его сознания находилась под контролем очищающего демонического пламени лотоса, но его едва ли можно было считать рабом пламени. Когда Сяо Янь собрал все 4 фрагмента карты и даже явил святого очищающего пламени, его прежнего хозяина, после этого он отправился на поиски этого пламени. Сяо Янь проходил через страшную иллюзию, созданную пламенем, и в один момент он увидел Сяо Чэня. На момент встречи с Сяо Янем тот был святым 5 звезд. 1000 лет назад он достиг примерно 4 звезд, но если бы он не попал в плен к очищающему лотосу и не продолжил тренировки, то мог бы достичь 6, а возможно и 7 звезд. Только представьте, тысячелетиями живя в иллюзии, Сяо Чэнь, несмотря на свой темперамент, был крайне одиноким. Это одиночество стало еще сильнее после того, как он услышал, как Сяо Янь упомянул об упадке клана Сяо. В конце концов, он уже не принадлежал к этой эпохе. Сяо Янь, проходя через различные иллюзии, увидел худого человека. Что странно, пламя не горело на его теле. Он стоял с закрытыми глазами, но от его тела исходила чудовищная аура. Святой 4 звезд. Спутники Сяо Яня слегка задрожали в этот миг, но в отличие от всех остальных, он не был настоящим рабом пламени. Сяо Чэнь обладал интеллектом, что принадлежит ему самому. На фоне предыдущих рабов пламени он имеет собственное сознание. Наконец он открыл свои глаза, и в них явно плескали эмоции и оживленность. Но как ни крути, выглядели они ледяными. Он уставился на Сяо Яня. Необычный кровавый топор размером в 3 метра появился из ниоткуда. Этот человек невероятно силен. Выражение Сяо Яня стало серьезным. Он никак не ожидал, что подобного эксперта сможет контролировать очищающее пламя лотоса. Началась небольшая схватка, Сяо Янь взревел, а на его лбу вспыхнул свет. Появился яркий символ, а его аура резко возросла. Взгляд Сяо Яня застыл на том самом символе. В тот же миг его словно бы поразила молния. Это же тату клана Сяо. Символ на лбу человека с кровавым топором являлся уникальным символом, обозначающим тату клана Сяо.
Сяо Янь удивился. В целом он должен был быть единственным живым, кто обладает этой тату. Так почему ею вдруг владеет тот таинственный человек? Может, он предок клана Сяо? Сердце Сяо Яня дрогнуло от такого предположения. Очищающее пламя существует уже очень давно. Если проследовать в историю, оно существовало куда дольше, чем клан Сяо. Поэтому вполне реально, что оно могло захватить экспертов клана Сяо в ту эру. Вот почему Сяо Янь даже немного обрадовался. Недолго думая, Сяо Янь активировал свою метку клана Сяо. Огромный топор приближался к Сяо Яню, но вдруг застыл. На равнодушном лице Сяо Чэня наконец вспыхнули эмоции. Сяо Янь сложил ладони перед ним и спросил низким голосом: «Могу я узнать имя старейшины? Меня зовут Сяо Янь. Я член клана Сяо». «Клан Сяо». Услышав этот термин, в глазах Сяо Чэня вспыхнули эмоции. Он посмотрел на Сяо Яня, постепенно в его сердце вспыхнули следы родословной. «Ты член клана Сяо?» — спросил предок. Сяо Янь кивнул, а тот оказался Сяо Чэнем по прозвищу Кровавый топор Сяо Чэнь. Клан Сяо произвел на свет выдающегося человека в прошлом. Сяо Чэнь обладал поразительным талантом, он считался кузеном или двоюродным братом Сяо Сюаня. Брат предка Сяо Сюаня. Сяо Янь был поражен. Учитывая обстоятельства, этот человек тоже мог считаться предком его клана. Но он избежал великой трагедии клана Сяо, пока был здесь. Трудно сказать, проклятие ли это, или же благословение. Сяо Чэнь начал сопротивляться контролю очищающего пламени лотоса. Он держал свой топор, но его всего трясло. Очищающее пламя лотоса настолько страшно, что даже способно контролировать святого четвертой звезды. Но, к счастью, он был спасен Сяо Янем от контроля очищающего пламени лотоса. Сяо Янь воспользовался своим слиянием пламени, чтобы ослабить контроль. Сяо Чэнь выдохнул, а затем посмотрел на тату клана на лбу Сяо Яня. Он спросил: «Каково нынешнее состояние клана Сяо?» «Клана больше нет». Далее он кратко рассказал о последующих событиях. Сяо Чэнь не перебивал его, однако кровь просочилась через его сжатые кулаки. По завершению истории он грустно произнес: «Даже старший брат Сяо Сюань погиб». Сяо Янь тихо вздохнул, когда смотрел на сжимающего кулаки Сяо Чэня. Он понимал, что сейчас сердце предка разрывала огромная ненависть. Но даже если бы он остался тогда в клане Сяо, избежать трагедии не удалось бы наверняка. Клан Хунь слишком могуч. Сяо Янь с другими находились в пространстве пламени, но предок Сяо Чэнь мог провести их прямо к очищающему пламени лотоса. Да, неожиданно узнать о втором предке Сяо Яня, который до сих пор жив. Большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк и всем пока!